Был жаркий августовский день. Молодая девушка по имени Кэрол решила прогуляться по местному парку, чтобы подышать свежим воздухом после тяжелого рабочего дня в душном офисе. Проходя мимо неухоженных, густых кустов, она вдруг услышала еле слышное, тихое мяуканье. Заглянув за ветки, она увидела худого серого, полосатого котенка, лежавшего на земле. Маленькое тельце малыша было покрыто назойливыми мухами, от которых бедняга уже не мог отмахиваться. Он был обессилен. Девушка сначала подумала, что котенок уже не дышит, но бедняга слегка приоткрывал глаза и медленно их закрывал. Девушке стало не по себе при виде его страданий. Она прогнала надоедливых насекомых и осторожно взяла котенка на руки. Малыш был настолько слаб, что даже не реагировал. У котенка был такой вид, как будто он смирился со своим положением и приготовился к худшему. Кэрол попыталась покормить малыша кусочком хлеба, но тот только жалобно мяукнул и отвернулся. Девушка поняла, что котенку нужна срочная квалифицированная помощь. Она аккуратно завернула его в свою кофту, чтобы ему было уютнее, и быстрым шагом отправилась в ближайший зоомагазин. Там она рассказала о найденыше работникам. Вместе им удалось влить в котенка немного воды из пипетки и немного накормить специальным кормом для ослабленных животных. Жаль, но это не сильно помогло, малыш все так же находился в плохом состоянии. Работники посоветовали срочно отвезти котенка к ветеринару. Тот осмотрел котенка и поставил тревожный диагноз: истощение организма, заражение глистами, проблемы с печенью, анемия. У бедняги также были серьезные травмы лап, видимо, от побоев. Требовалась неотложная операция. Но проводить ее можно было, только когда котенок наберется сил после лечения основных недугов. Девушка не могла бросить спасенного котенка на произвол судьбы. Она забрала его домой, чтобы ухаживать и лечить. Спасительница кормила малыша с ложечки питательными кашами, делала уколы от глистов и анемии, регулярно массировала лапки, чтобы стимулировать кровообращение. Постепенно котенок набирался сил и уже сам начал проявлять интерес к еде, он принюхивался к разным запахам, мяукал, когда был голодным. Через 2 недели заботы и ухода настал день операции. Кэрол волновалась и не находила места от переживаний, но все прошло успешно. Послеоперационный период также протекал благополучно, во многом благодаря тому, что котенок был под присмотром заботливой спасительницы. Даже испытывая боль и дискомфорт, малыш выражал Кэрол благодарность, терся об нее, мурлыкал, обнимал лапками, в буквальном смысле не хотел ее никуда отпускать. Спустя месяц ветеринар наконец поставил долгожданный диагноз: котенок полностью здоров. Кэрол ликовала, ее усилия не прошли даром. Она уже не мыслила расставания со своим маленьким подопечным и оформила документы. Теперь Пушистик живет в теплом доме, где для него всегда найдется вкусный корм, мягкая кроватка и добрые поглаживания от любимой хозяйки. Он безгранично благодарен Кэрол за спасение и по-настоящему счастлив, всегда ходит за ней хвостиком, стараясь не выпускать своего человека из виду. А все начиналось с того августовского дня, когда девушка проходила мимо кустов в парке и услышала едва различимое мяуканье. Если бы она тогда прошла мимо, не заглянула в чащу, как поступили многие другие люди, судьба котенка сложилась бы трагически. Эта смелая девушка не смогла пройти мимо чужой беды. Эта история еще раз напоминает, что даже, казалось бы, незначительные поступки могут иметь огромные последствия для других. Каждый жест доброты, каждая протянутая рука помощи важны. Иногда для спасения чьей-то жизни достаточно услышать чужую боль и откликнуться на нее. Теперь, глядя на играющего счастливого котенка, Кэрол точно знает, ее усилия не пропали зря. Она подарила надежду тому, кто в ней отчаянно нуждался. И это наполняет ее сердце радостью и гордостью. Кэрол верит, что даже один человек способен изменить чью-то жизнь к лучшему. И ее история в очередной раз это подтверждает. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.